Друзья, пришел очередной заказ. Пока я тут работаю. Вот смотрите, такие красивые рыбки. Значит, здесь 7 неонов голубых, Данио 7 и 3 тернеции уезжают, как всегда, в новый аквариум, к новому владельцу. Друзья, я вас снова приветствую на канале Разводня как хобби. Не буду вас томить, мы переходим к теме нашего видеоролика. Вот смотрите, два нерестовика, наполненные водой. А это говорит о том, что мы будем нерестить, как я и обещал уже давно, сегодня такую красивую рыбку, как Данио Глафиш. То есть цветную Данио. Вот смотрите, еще раз вам покажу. Вот у меня есть такие красные. Ну, кстати, красные, не знаю, камера передает или нет. Есть красные более темные, а такие бордовые больше. А есть красные такие, красные, да. А есть еще такие немножко оранжевые такие, да. Вот мы этих рыбок, перед тем, как посадить в нерестовик, пересадим в тазик, в большой у меня есть. Отберу я этих рыбок и потом посадим их на нерест. Но это будет завтра. А сегодня вот я вечером налил пока воду. Кстати, состав воды где-то в конце видео я вам скажу, какой я сделал. Потому что обычно я нерещу все время на водопроводной воде. Ну, полностью, 100%. Набираю прямо с крана. Она там ночь постояла, поаэрировалась. И потом я отсаживаю сюда производителей. Но в этот раз я это сделаю чуть по-другому. И если у нас все с нерестом получится, то, соответственно, я вам этот рецепт расскажу. Сюда, конечно, поставлю еще сеточку. Ну, завтра где-то в обед, да. И поставлю обогреватель, для того, чтобы вода была одинаковая в нерестовиках. То есть условия были одинаковые. Температуру мы сделаем примерно 26 градусов. И потом посадим сюда наши отобранные пары. Вот сегодня перед нерестом, да, я рыбку Данио кормить не буду сухим кормом. А сегодня дам им немножко аулофоруса. Ну, для, скажем так, для поддержания тонуса. Возможно, живой корм, который они покушают. Завтра их хорошо простимулирует. Вернее, не завтра, а послезавтра. Да? Потому что завтра мы их вечером отсадим, а послезавтра простимулирует их к нересту. Так наступило утро следующего дня. У нас уже водичка ночь поаэрировалась. Я вот поставил уже сеточки. Обогреватели включил. И теперь ждем еще до вечера. И вечером будем отсаживать сюда производителей. И вот смотрите, плавают так медленно, да? В преддверии интересного события. Прошли сутки. Вода в нерестовиках у нас хорошо проаэрировалась. Нагрелась. Сейчас на градуснике 26 градусов. И мы сейчас посадим наших производителей в нерестовики. Они вот уже плавают все на поверхности. Ну, думают, что будет ужин, но мы их сейчас отловим. И посадим на нерест. Ну что, производители у нас в нерестовиках. Я свет не включаю специально, чтобы их сильно не возбуждать. Они и так возбужденные. Видите, как гасают. Вот здесь такая. И здесь такая компания. Значит, по одной самочке, по 4 самца. Ну, завтра посмотрим, какой результат будет у одной и второй компании. Возможно, у всех положительный, а возможно и нет. Это уже будет видно завтра. Если будет плохой нерест, либо рыбки не отнерестятся, мы, конечно же, их оставим еще на одни сутки. Возможно, они не успеют за ночь познакомиться, и у них будут сомнения по поводу продолжения рода. Но это мы уже увидим завтра. Итак, друзья, 12 часов следующего дня. С утра была какая-то активность, что там рыбки метались. Давайте посмотрим, какой у нас результат. Значит, смотрите, вот здесь. Рыбка одна, видите, проскочила под сетку, не знаю как, даже самочка видно, да? Вот там вот в углу, вот справа там,
Кстати, водичка мутноватая, то есть нерест был. Вот там, где вот я свечу, ну чуть не видно, пробую сейчас снизу подсветить. Ну, короче, вот там есть икра, немножко, но есть. Так, а у этих, у наших, непонятно. Тоже вода мутная, как бы вроде бы нерест был, но не знаю, есть икра или нет. Короче, сейчас я их убираю, этих рыбок, не будем мы их оставлять. И посмотрим, что там они нам принесли. Так, друзья, вот выловил я наших красных производителей. Смотрим, что у нас с икрой. Заглянем сюда. Значит, икра есть, но ее очень мало. Видно, самочки не успели ее выметать. Кстати, в одном из нерестовиков, вот видите, немножко совсем икры. И в этом буквально 3-4 икринки. Вот. Мы их сейчас пересадим, наверное. Вот я смотрю, самочки еще толстенькие. Мы их сейчас, эту всю икру сольем в один. Там немного ее, да? Самочек пару штучек с самцами еще отсадим. Пускай они еще сидят дальше. То есть на вторые сутки. И тогда уже точно посмотрим на результат. Итак, короче, я поставил в этот нерестовичок 2 сетки. Забрал с этого. И опять посадил эту всю компанию уже с 2 нерестовиков в один. Думаю, пускай они здесь еще до вечера побудут. И, наверное, ночь, если до вечера не отнерестятся. И уже завтра будем смотреть на результат. Друзья, думал уже этот видос не снимать. Но смотрите, что получилось. Значит, сегодня уже прошло от момента нереста. Вот когда мы в левом нерестовике рыбку убирали с левого и отсаживали вот сюда, да, были у нас вот предыдущие кадры были, как они у нас здесь сидели, в этом в правом. Значит, в правом здесь у нас ничего не получилось у этих рыбок. Вообще, ну, не отметались они. Я их убрал и оставил там икру, которая была, ну, в этих нерестовиках. И что видим мы? Значит, здесь, в этом нерестовике, сейчас я уберу распылитель, и мы более детально посмотрим. Значит, здесь у нас вообще нету никакого живого движения. То есть здесь никаких у нас ни личинок, ни мальков нету. Давайте посмотрим в этот. Вот в этом, не знаю, можно видеть, есть немножко красных рыбок. Не пойму, камера показывает или нет, но там где-то десяток есть мальков. То есть вот такой у нас получился интересный нерест. Ну, хочу вам сказать, какая здесь вода. Здесь получается 30% осмоса и 70% обычной водопроводной. Вот смотрите, если сверху посмотреть, да, вон видно, есть немного малечков. Это у нас так отнерестилась вот красная наша Даниогло. Совсем мало, ну десяток там может. Там на дальней стеночке там есть немножко, там штук 5. Ну, такой у нас получился нерест. Но я хочу сказать, что скорее всего проблема вся в чем? Проблема в том, что рыбки сильно перекормил я их, ну, до того, да, то есть они как бы отжирели, я так думаю. Хотя, может быть, какая-то другая причина, может, не сошли звезды, так сказать. Но все же мы в следующий раз еще раз попробуем это сделать. Думаю, пару неделек, пускай они немножко у меня таком на умеренном питании побудут. И мы их опять отсадим. Думаю, результат будет получше. Хотя они в общем аквариуме, эти рыбки не рестились, я это сам видел. Не перестаю удивляться этим прикольным рыбкам, разноцветным, да. Но в следующий раз, думаю, нерест будет более удачный. Поэтому такое коротенькое видео получилось. Смотрите, вот видосы, которые на экране появились по теме тоже разведения Данио. Надеюсь, они вам помогут в этом интересном деле. Все, пока, до встречи на канале Разводня как хобби.